когда и какие доказательства мы готовы против Великобритании в данном случае предоставить? Знаете, доказательства уже, в принципе, в избытке. Но начать с того, что это видео, с которого все началось, и которое стало, наверное, главным поводом, главным предлогом для той лихорадочной атаки, которую соорудили американцы, англичане и французы, нанеся бомбовые удары по объектам производства и складирования химического оружия, как они сказали. Ну, наверное, даже обывателю понятно, что если ты знаешь, где находится склад химического оружия, то бомбить по этому складу означает только одно – создать гуманитарную катастрофу для тех, кто живет в округе. Вот. Но оставим это в сторону. Но на видео было прекрасно видно, как люди, ничем не защищенные, кроме, может быть, некоторые из них были в марлевых повязках, поливают водой мальчиков одних, мальчиков других, каких-то взрослых людей. Наши военные, когда освободили эту часть Восточной Гуты, нашли 2 врачей, которые работали в госпитале в этом. И эти врачи показали самих себя на этих видео, рассказав, как ворвались какие-то люди, стали кричать «химическая атака», надо срочно всем обливаться водой. И это честно было рассказано этими 2 врачами, которые не скрывали своих лиц, которые назвали свои имена. К слову, тут где-то я смотрел недавно Евроньюз, по-моему, там показали женщину, у которой все было, и лицо, и тело закрыто, осталась только узкая щелочка для глаз. Она не называла своего имени, держала за руку каких-то 2 мальчиков, сказала, что это ее дети, которые тоже оказались в ситуации, когда у них заболела голова, им не нравился запах, она тоже стала принюхиваться, ей тоже этот запах не понравился. И потом она завершила свое вот это вот выступление фразой, что ну и потом уже муж довез этих моих детей до врача. Но, наверное, сразу приходит в голову вопрос, а нельзя ли с этим врачом побеседовать? Нельзя ли узнать, как зовут эту женщину, кто ее дети, ну и так далее. Поэтому информацию, которую мы видим, надо очень тщательно анализировать, особенно сейчас, чтобы нас не держали за новичков. И, кроме того, совсем недавно тоже наше Министерство обороны, освободив Думу, обнаружило склад химических веществ, в том числе произведенных в Германии, но и произведенных в Портендауне, в том самом городе Солсбери. Сейчас производится анализ специалистами того, что там было обнаружено. Но, помимо всего прочего, то, что инсценировка, которая оказалась снятой на упомянутом выше видео, была организована белыми касками, этого никто не скрывает. А белые каски работают исключительно на территориях, которые контролируют боевики, включая террористов, таких как Джабхат ан-Нусра. И они уже приложили руку к состряпыванию такой же примерно провокации год назад в Хан-Шейхуне. И они, это тоже не секрет, финансируются в том числе и Великобританией, ну и Соединенными Штатами, и рядом других западных стран. Так что, мне кажется, все это было нами достаточно конкретно и развернуто предъявлено и в Организации по запрещению химического оружия на заседании ее исполнительного совета, и в Совете Безопасности ООН. В ответ мы слышим только одно, что пытаться обвинять Британию, что она могла что-то не так сделать, это вообще выходит за все рамки. И это невозможно даже обсуждать, потому что этого не может быть. Ну, я надеюсь, что все разумные люди видят разницу в аргументах, разницу в том, какие факты выкладываются на стол, а какие факты вообще не предъявляются. Но сейчас в Сирии миссия экспертов ОЗХО. Какой самый честный доклад можно ожидать? На какой самый честный доклад вы надеетесь? Ну, осетрина не бывает второй свежести. Так. Если доклад будет просто честным, этого уже будет достаточно. Мы, конечно, озабочены тем, как целый ряд игроков пытается воспрепятствовать деятельности ОСХО. Мы не сомневаемся в том, что в ОСХО и в Гааге, и в ее выездных миссиях работают высокие профессионалы, но мы также не можем исключать, потому что есть свидетельства о том, что
этих экспертов, этих честных ученых пытаются использовать в политических целях. Миссия, которая поехала в Сирию, вы знаете, она прибыла в Бейрут и должна была уже на утро пересекать границу с Сирийской Арабской Республикой, где их ждали консульские представители Сирийского министерства иностранных дел для выдачи виз. Они в тот момент не смогли выдвинуться, потому что начались удары. Кому-то очень не хотелось, чтобы они попали своевременно в тот район, о котором идет речь. Сейчас они находятся в Дамаске, выпустили через пару дней рекогносцировочную миссию в район, который предстоит обследовать, на предмет убедиться, что там безопасно. Их сопровождали сотрудники и ООНовцы, и нашей военной полиции для обеспечения их охраны. В момент, когда они находились в этом районе, началась стрельба из той части этого города, где еще остались несколько десятков экстремистов, которые явно были предупреждены о том, кто конкретно будет выдвигаться в этот район и с какой целью. Теперь мы добиваемся того, чтобы все-таки эта миссия состоялась, но тем временем наши военные продолжают обнаруживать все больше и больше интересных предметов. В частности, в одной из квартир была обнаружена канистра с химическим веществом, хлором, по-моему. Это квартира, которая находилась под контролем, на территории, контролировавшейся боевиками. Эта канистра лежала на кровати, гладко прибранной, никаких следов попадания этой канистры в эту комнату сверху или сбоку не обнаружилось. Ее внесли через дверь, положили. И все это мы хотим предъявить экспертам ОСХО, чтобы они не только посетили место вот того самого поливания водой, но и зашли в лабораторию, которую мы нашли, о которой я уже упоминал, где обнаружены химические вещества, произведенные в Европе, и чтобы посетили вот ту квартиру, где лежит эта бочка с хлором. Так что там есть что посмотреть. И я очень надеюсь, что все-таки профессионализм возьмет верх. Мы готовы с самого начала были вести профессиональный разговор и с ОСХО, и со всеми нашими западными коллегами. Я уже упоминал, что на ранней стадии вот нынешнего противостояния на химической почве и французы, и американцы интересовались, нельзя ли им направить своих экспертов вместе с нашими, чтобы посмотреть наряду с экспертами ОСХО, что же там все-таки произошло. Ну и когда мы сказали, что мы готовы, и сирийское правительство будет готово поддержать, вместо того, чтобы реализовать эту договоренность, были нанесены удары. Так что посмотрим. Мы ждем честности, конечно же, от экспертов и в случае Сирии, и в случае Солсбери. Там расследование тоже продолжается. Ну, о Солсбери мы еще поговорим. Давайте пока еще пару вопросов по Сирии. Ну а могут ли экспертам просто, грубо говоря, что-то подбросить, что-то там посыпать вокруг них и предложить им забрать это с собой, протестировать? Ну, так, я надеюсь, что эксперты все-таки своей репутацией дорожат и будут начеку. Ничего исключать нельзя, учитывая, что методы, которые используют сейчас нашими западными партнерами, это методы из серии ниже пояса. Не хочу ничего исключать, но и не хочу никого ни в чем обвинять без причины. А вот эмоционально, по-человечески, что вы испытали, когда увидели этого мальчика, его имя Хасан Диаб, 11-летний ребенок, на которого вдруг набросились взрослые дяди, стали поливать его холодной водой из шланга, он задрожал, потом что-то прыскать в рот, как-то запугивая его. И потом он сам об этом рассказывал, и его отец. Вообще, как это вы по-человечески все это восприняли? Это было показано в вестях, да? Я видел, да. Женя я себя подобно, ощутил да? Станиславским. И хотелось крикнуть «не верю». Ну а если брать уже более такие утонченные человеческие чувства, конечно, отвратительно, когда детей используют в столь грязных затеях. У вас большой опыт, в том числе и работы в постпредстве нашей страны в Совете Безопасности ООН.
Можно ли себе представить, что этот мальчик, Хасан Диаб, и его отец могут появиться в Совете Безопасности и рассказать о своей истории как свидетели, либо для этого нужно их наделить там дипломатическими паспортами из Сирии, сделать официальными представителями? То есть вообще услышит ли их мир, вот этих людей? Мне кажется, это ключевые свидетели, еще участники этих событий. Было бы полезно, и, конечно, мы поддержали бы такие действия. Они должны прежде всего предприниматься, конечно, правительством Сирийской Арабской Республики. Наши западные коллеги часто прибегают к такого рода включением в повестку Дня Совета Безопасности представителей с мест, представителей гражданского общества, когда речь идет о том, что есть свидетели того или иного действия, которое рассматривается. То есть такая практика существует? Да, привозят представителей различных неправительственных организаций, привозили и, сейчас я не припомню, из какой конкретно организации, сирийцев, иракцев в разное время организуют видео мосты. Так что здесь технические средства позволяют донести до членов Совета Безопасности, до членов ООН во время открытых заседаний этого высшего органа Организации Объединенных Наций точку зрения тех или иных лиц, которые были свидетелями события, о котором идет речь. Мы, кстати, хотели и будем продолжать добиваться того, чтобы и в ситуациях, которые не обязательно Сирии касаются, свидетели с мест происшествия имели возможность как-то обратиться к членам Совета Безопасности. Но в данном конкретном случае, конечно, это дело сирийского правительства. Мы активно поддержали бы такое предложение. Во всяком случае, отец сказал, что они готовы ехать куда угодно и свидетельствовать я слышал, да. Перед кем угодно. Ну, так или иначе, эта провокация, эта инсценировка закончилась массированным ракетным ударом. И, кстати, довольно эффектным отражением ракетного удара. Пожалуй, это, наверное, первый в истории человечества такой эпизод. А сколь детально, точно и заблаговременно Россия получила предупреждение о готовящейся ракетной атаке, была ли у нас возможность прочертить свои красные линии вокруг определенных районов, в буквальном смысле красные линии на карте, сколь решительны мы были ответить в случае, если ракеты полетят не туда, не в те районы, о которых мы предостерегали. Готовы ли мы были топить корабли неприятеля, сбивать их самолеты? Еще до того, как стали материализовываться планы нанести удары западной тройкой, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Валерий Васильевич Герасимов четко, публично сказал, что если какие-то боевые действия, коалиции так называемые, нанесут ущерб российским военнослужащим, то мы будем жестко и четко отвечать, причем будем рассматривать в качестве законных целей не только сами ракеты, но и носители. Это было сказано очень четко и недвусмысленно. И, кстати, я удивляюсь, как наши некоторые западные коллеги, ваши некоторые западные коллеги, да и мои тоже на самом деле, и некоторые наши средства массовой информации взялись почему-то за нашего посла в Ливане, за Сыпкина, который повторил то, что сказал начальник Генерального штаба. Ему же попытались вложить в уста заявление о том, что хоть одна, если ракета полетит вообще по территории Сирии со стороны коалиции, то мы начнем топить корабли, подводные лодки и так далее. Сказано было то, о чем предупредил начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, что если будет нанесен ущерб российским военнослужащим. И после этого были контакты на уровне военного руководства, на уровне генералов между нашими представителями и командованием американской коалиции. Они были поставлены в известность о том,
где у нас красные линии, в том числе красные линии на Земле, географически. И, во всяком случае, результаты показывают, что они эти красные линии не перешли. А что касается результатов этих обстрелов, они ведь тоже подвергаются сомнению. Американские коллеги заявляют, что все до единой ракеты достигли целей, французские ракеты достигли целей. У нашего генерального штаба есть очень четкая картина. Мы наблюдали за всем происходящим, так сказать, в режиме реального времени, вживую. И статистика, которую наши военные представили, мы готовы за нее отвечать. Если кто-то, утверждающий, что все 105, сколько их там было, ракет достигли цели, ну, пусть представит свою статистику. По крайней мере, доказательства того, что наше заявление, наши подсчеты, наша арифметика не беспочвены, будут предъявлены нашими военными, как я понимаю, совсем скоро. Совсем скоро. Надеюсь, да. Ну да, но наши заявили, что было запущено 103 ракеты, 71 из них была сбита. А Трамп говорит, что он кому-то позвонил, все ракеты долетели. И на том конце провода сказали, что да, все до единой, господин президент. И кому он мог позвонить? Я не знаю, кому в таких случаях звонит президент Соединенных Штатов. Нашему президенту звонить не приходится, ему докладывают, когда подобного рода вещи происходят. И я бы сейчас предпочел не вдаваться в тему взаимоотношений внутри американской администрации и в тему о том, как некоторые официальные лица в Вашингтоне относятся к позиции и к поручениям своего президента. Мы будем поставлять С-300 в Сирию? Об этом сказал президент. У нас нет никаких теперь моральных обязательств. У нас были моральные обязательства. Мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров. И мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средства чисто оборонительные, но тем не менее мы вняли этим просьбам, а теперь у нас такого морального обязательства нет. Ну, вот вы говорите, что не хотели бы обсуждать расклад внутри американской администрации, но тем не менее при нынешней конфигурации, когда самый чуткий голубь в Белом доме это бешеный пес Мэттис, складывается такое положение, что недалеко до прямого столкновения, вообще с военного столкновения с Соединенными Штатами у России. Сколь велик риск такого столкновения? Я все-таки думаю, что и министр обороны Мэттис, и председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Данфорд, они понимают недопустимость, неприемлемость каких-либо действий, которые могут спровоцировать прямое военное столкновение России и Соединенных Штатов. Это, по-моему, настолько очевидно, что военные не могут этого не понимать. И они понимают это лучше, чем многие другие. Когда политики пытаются подзуживать, извините за жаргон, руководство своей страны, требуя от нее все больше и больше конфронтации, включая материальную конфронтацию, это безответственно. Они пытаются достичь своих внутриполитических целей, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в Конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российском факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах. Но эта кампания все-таки выдыхается, и искусственно подпитывая ее совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, ну, это как минимум недальновидно и наивно. Потому что они ведь о чем говорят? Мы хотим хороших отношений с Россией. Но для этого Россия должна признать все свои грехи и все свои ошибки. То есть исходят они из своей непогрешимости. И что во всем, что сейчас происходит, виновата исключительно Россия, которая пошла наперекор и выступает как ревизионистская держава, ревизуя
современный миропорядок. Причем под миропорядком они совсем не устафон понимают, они понимают то, что им видится необходимым для того, чтобы пытаться сохранить свое доминирование. Я понимаю, когда несколько столетий вот исторический Запад, как мы его называем, вершил все дела по своему усмотрению в мире. Сейчас, когда появляются центры силы и в Азии, и в Латинской Америке, да и, собственно говоря, Российская Федерация, один из важнейших игроков на мировой арене, и когда им не нравится, что кто-то пытается свои интересы отстаивать, причем отстаивать-то мы свои интересы стремимся не ультимативно, мы предлагаем искать баланс этих интересов, чтобы договариваться. А они говорят, ну договариваться будем, когда вы скажете, что вы во всем согласны с тем, как устроен мир по-нашему. Вот, собственно говоря, в чем дело. Так что, возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят. И этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп. Они все-таки лидеры, которые избраны своими народами, они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие. Ну, вообще вот это хладнокровие и выдержка России, честно говоря, меня восхищает. Уже много видел холодную войну, и такое впечатление, что был бы в Кремле другой человек, так могло бы уже обернуться и вообще иначе, потому что провокации, ну, такое впечатление, что они следуют одна за одной. И Россию провоцирует, а Россия все время отказывается принимать вот эту холодную войну, играть, принимать этот вид спорта. Но все же, вот вы говорите, что идет на спад, а у меня лично другое ощущение, что интенсифицируется, вот напряженность усиливается. И прямая ложь становится уже инструментом внешнеполитической деятельности. Ну, вспомним Бориса Джонсона. Наши партнеры не хотят слушать и даже слышать. И вот у меня в кабинете экран «Россия-24», экран BBC, экран CNN. И в то время как на «России-24» крутит репортаж с этим 11-летним мальчиком, который поневоле стал актером в ролике, и рассказывает о том, как это было, что ему дали финики, печенье и рис. И вот, казалось бы, вот вскрылась эта провокация. И тут этот же ролик на BBC крутят в оправдание ракетного удара, как будто бы ничего не слышат, как ни в чем не бывало. Все-таки, что должно произойти, чтобы разрядка в этих условиях наступила? Я не сказал, что идет на спад эта кампания. Я сказал, что она выдыхается. Выдыхается. Знаете, как вот бежит человек 100-метровку, да, или 10 тысяч, а лучше 42 километра. Да. И он же ведь с каждым шагом дышит все тяжелее и тяжелее, но бежит. Но в конце концов все-таки его силы оставляют. Вот мне кажется, что-то похожее мы наблюдаем, хотя им хочется, тем, кто эту русофобскую кампанию разыгрывает, им хочется, конечно, наращивать темп. Но так можно, и скорее всего так и будет, так можно надорваться. И вы абсолютно правы. Я убежден, что реагировать нужно достойно. Мы не можем не отвечать на отъем нашей собственности, на высылку дипломатов, это себя не уважать. Но сваливаться в какую-то брань, в склоки, в грубости мы не собираемся. И не будем этого делать. Это совершенно не стиль нашего президента. Он всегда смотрит вперед. И его очень трудно, если не невозможно, вывести из себя. Пытаются сделать примерно это. Пытаются выбить из колеи, выбить из спокойствия, из уверенности, нарушить наши планы, которые мы дома должны реализовать, их огромное количество. Вот. Но, повторю еще раз, когда на нас кричат, вспоминается известная мудрость: «Юпитер, ты сердишься, значит, ты не прав». Ну, Юпитеров, правда, там я сильно не видел. Да, ну, комплементарно так, да. Ну и все же, Трамп, как стало недавно известно, пригласил Путина в Белый дом. Есть ли продолжение, есть ли какие-то уточнения по срокам, месту встречи, повестке?
Ну, Или мы так исходим это из всё того, что повисло? президент США в телефонном разговоре, об этом уже стало известно, тут Да. никакого секрета нет, такое приглашение направил, сказал, что будет рад видеть в Белом доме, потом будет рад встретиться в рамках ответного визита. И к этой теме он пару раз возвращался, поэтому мы дали, естественно, знать нашим американским коллегам, что мы не хотим быть навязчивыми, но мы не хотим и быть невежливыми. И что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует. Ну и так повисло пока все. Ну да, ну как повисло, это слово вылетело. Ну и Нет, ну президент Путин готов да, я понимаю, но к такой встрече, и поскольку президент Трамп вновь уже она после готовится или нет, эта встреча? ну пока еще нет. Но если это будет, как только будет какое-то развитие, мы вам обязательно расскажем. Но я просто обращу внимание на то, что Дональд Трамп уже после этого телефонного разговора несколько раз и в твитах, и словами говорил о том, что надо с Россией решать вопросы, и мы хотим с Россией иметь хорошие отношения, это лучше, чем не иметь хорошие отношения, и только глупец думает иначе. Ну, Так мы что это слышим, да. все это мы тоже слышим. Но параллельно Майк Пенс заявил о том, что США будут добиваться военного доминирования в космосе, в том числе над Россией. Приведет ли это к гонке вооружений в космосе? И как собирается Россия отвечать на это? США сейчас уже многие годы является единственной державой, которая блокирует начало переговоров по российско-китайской инициативе, которую мы внесли с китайскими коллегами на конференции по разоружению в Женеве, о начале разработки договора о запрещении размещения оружия в космосе. Речь не идет о недопущении милитаризации космоса, потому что спутники в военных целях запускаются и нами, американцами, и многими другими. Это отдельная вещь. Но вот оружие размещать в космосе было бы очень рискованно и создавало бы новые, совершенно непросчитанные, непредсказуемые угрозы. И мы с китайцами предложили такой договор заключить. Все готовы начать переговоры. Понятно, что это сложная работа, но у нас есть проект, он достаточно глубоко проработан. Мы открыты к обсуждению постатейно и открыты к поиску каких-то формулировок, которые позволят его согласовать и вынести на подписание. Американцы в одиночку пока блокируют эту работу. Тем временем мы, прекрасно понимая опасность вот такого развития событий, сейчас в ожидании, когда созреют условия для начала переговоров над юридически обязывающим документом, продвигаем политическую концепцию, призыв всем заявить о том, что каждая страна не будет первой, которая выведет оружие в космос. Есть такая резолюция Генеральной Ассамблеи, которую мы вносим, она принимается существенным большинством голосов, американцы против, и многие американские союзники уходят в воздержание при голосовании. Но проблема эта существует, и, конечно, если эти угрозы будут материализованы, нужно будет заблаговременно готовиться к каким-то действиям, которые позволят избежать худших сценариев, когда из космоса просто будут уничтожать объекты на Земле. Это большая проблема, она включает в себя и тему противоспутникового оружия, и чем скорее на конференции по разоружению в Женеве этот разговор начнется профессионально, с участием и дипломатов, и военных, тем, наверное, будет лучше для всего человечества без исключения. Но что касается заявления Майка Пенса о доминировании, необходимости доминирования, военного доминирования в космосе, но учитывая, что США отказываются от переговоров, о которых я упомянул, это неудивительно. А доминировать у них, в общем-то, принято везде, и не только в космосе, на Земле, на суше, в воздухе. И это записано в их доктринальных документах. Так что здесь ничего удивительного нет, но, повторю, перенос этой логики на космическое пространство, конечно, будет весьма и весьма серьезным
риском для всего человечества. Ну, по крайней мере, пока никаких ограничений американцы не чувствуют. Они Их просто, нет, да, их юридических нет, они ограничений просто работают над доминированием. И, очевидно, России тоже стоит этим заниматься, поскольку ограничений нет. Ну, мы, конечно же, видим, что делают наши американские коллеги. Конечно же, мы не имеем права просто смотреть на все это спустя рукава. Если вернуться к химической теме, но уже на английской почве, вот эта история с BZ, как вам эта интрига? Потому что сейчас уже самая свежая информация нам уже сообщает, что BZ как бы искусственно туда подмешали, в швейцарскую лабораторию, для того, чтобы якобы проверить профессионализм, компетентность, ну и так далее. Что это такое? Ну, объясняют так, что это специально было сделано для того, чтобы проверить на профессионализм тех, кто будет проводить этот анализ. Но я не хочу сейчас вдаваться в детали, все-таки там основная часть доклада была конфиденциальной, но хорошо известно, что, обратившись к ОСХО за техническим содействием, британцы не просто дали им пробу вещества с места происшествия, но сказали: вот вам проба, найдите в ней такое-то химическое вещество. То есть это было заказано. И эксперты ОСХО, выполняя техническую функцию, подтвердили, что это было именно то вещество, о котором британцы им сказали, но это вещество было в очень чистом виде, в очень высокой концентрации, что говорит о том, что оно было впрыснуто в эту пробу, ну, буквально вот перед началом анализа. Потому что за пару недель оно должно было уже подвергнуться метаболизму и было бы совсем другой консистенции. Параллельно, по крайней мере в швейцарской лаборатории в городе Шпиц, обнаружено было в пробе, наряду с этим веществом, которое было заказано, и определенное количество вещества BZ, которое относится к веществам второй категории, согласно Конвенции о запрещении химического оружия. Это менее опасные соединения, нежели те, которые включены в первую категорию. Там очень много вопросов, и мы хотим просто на них получить ответы. Если то, что нам говорят про этот BZ, правда, ну так объясните. И, наверное, теперь, когда такие вопросы возникают, мы бы хотели посмотреть первичные результаты анализов не только лаборатории в Шпице, но и остальных 3 лабораторий, куда параллельно были направлены эти пробы. Стало также известно, что эксперты брали пробы, эксперты ОСХО, не согласно собственному разумению, а в тех местах, где указывали британцы. Ну, собственно, из рук британцев. Из рук британцев. Ну, или там в их присутствии. Привезли. Слушайте, да. И также не было никакого самостоятельного, независимого обследования медиками ОСХО пациентов, у которых брали кровь. То есть все полагались исключительно на британских врачей. И ладно бы, если бы британцы были бы открыты в своих дальнейших действиях, если бы они показывали результаты своих собственных расследований. Они же все держат в секрете, так же, как они засекретили в свое время дело Литвиненко. До сих пор эти материалы засекречены. Ну и вопросы, безусловно, накапливаются. Мы сформулировали почти 5 десятков вопросов, которые сугубо профессиональны. В ответ нам говорят: нет, вы сначала ответьте на наши вопросы. А у них вопрос один, вернее 2. Это Путин приказал сделать, или вы просто потеряли контроль над своим химическим арсеналом? Химическим арсеналом каким? Который был уничтожен и верифицирован ОСХО в качестве уже уничтоженного при одобрении всего мирового сообщества. Они стали выдвигать обвинения, в том числе помощник премьер-министра, Седвилл, по-моему, его фамилия, написал открытое письмо генсекретарю НАТО. С какой стати, почему? Но в этом письме он приводит данные, которые, как они считают, должны всех убедить в правоте английских аргументов и обвинений в наш адрес. Среди прочего, там сказано, что химическая программа, военная химическая программа в России тайно осуществлялась все нулевые годы.
так сказать, что-то там уничтожалось по линии, то, что было заявлено по линии организации запрещения химического оружия, но была еще тайная программа. Руководил ей потом, кто-то сказал, лично Путин. Что, ну, если это так, то почему, если они знали об этом все это время, ну, придите в ОСХО, ударьте в набат, требуйте, чтобы нас пригвоздили. Они же молчали. Потом они стали, тоже в этом письме Седвилла утверждается, что метод отравления людей путем нанесения всяких отравляющих веществ на дверные ручки был разработан как вот такой прям трейдмарк, как наша фирменная идея. И что было это достаточно давно. Но если они знали, что наша фирменная идея отравлять через дверные ручки, и если они сразу обвинили именно нас в отравлении Скрипалей, почему же они про ручку-то вот этого дома Скрипалей вспомнили где-то, по-моему, на 4-ю неделю? А сначала обследовали то такси, то скамейку, то ресторан. То есть это тоже нестыковочка. Ну и много, да, и говорят, что чуть ли не Главное разведывательное управление Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации годами следило за электронной почтой Юрия Скрипаль. Но чтобы такое утверждать, надо тоже следить за электронной почтой Юлии Скрипаль. Так что здесь они чем больше пытаются оправдаться, тем больше вопросов возникает. Пашевич, ну если они берут пробу, позволяют себе что-то с ней сделать, там, впрыскивать, там, безэт, либо что-то еще, то есть это, ну, так сказать, относиться к пробе, ну, как сказать, фамильярно, я даже не знаю как. Более того, корректность этой пробы, забора этой пробы тоже ОСХО не подтверждена. То есть они что-то туда впрыскивают, одно, другое, потом дают ОСХО. Ну, как-то ОСХО тогда в дурацком положении вообще, честно, что они исследуют? Я тогда? не утверждаю, что они впрыскивали, что они но они же сами сказали, пытались что они вводить впрыскивали. в заблуждение. Да-да-да, но мы хотим понять, насколько это соответствует процедурам, потому что Ну да. вот то, что мы сейчас знаем о том, как ОСХО была принята в Великобритании по приглашению Лондона, и как ОСХО там работала, это не вписывается вот в те строгие, очень четкие процедуры, которые предусмотрены Конвенцией о запрещении химического оружия. Но мы не обвиняем, мы задали несколько десятков вопросов, мы хотим на них получить ответы, причем ответы взрослых и профессиональных людей. Мы хотим профессионального разговора. Ну, не знаю, может быть, придется ждать, когда появятся в британском правительстве профессионалы. Пока разговор не получается. Ну хорошо, а вот сейчас же складывается ситуация, что ну, папаша, ладно, как это сказать, как говорится, он сам выбрал свой путь такой, да, скользкий в жизни, но Юля-то на него точно не рассчитывала. И получается, что она поехала туда, там, со сменой белья на несколько дней спросить благословения папы на замужество, а жизнь приняла совершенно другой оборот. И сейчас кто-то пишет письма от ее имени на кембриджском английском, и, в общем, человек-то пропал. То есть вот это же целая драма, она гражданка России. В ее планы вообще не входило туда, там оставаться, она сделала в квартире ремонт, у нее собака, жених, вся жизнь и так далее. Как это вообще понять? Я считаю, это просто возмутительно. Мы направили уже не одну ноту официальную с требованием обеспечить нам личный контакт с российской гражданкой, чтобы убедиться в том, что все, что от ее имени говорят нам англичане, что все это правда. Пока у нас такой уверенности совсем нет. И вы знаете, это уже на самом деле переходят все не только этические, но и правовые границы. Она с вами не хочет общаться. Вот она об этом заявила. Но она об этом не заявляла, мы этого не слышали. Она говорила по телефону со своей двоюродной сестрой, Викторией, по-моему, ее зовут, где-то 1,5 минуты. Виктория об этом рассказывала в нескольких интервью. И у нее была тревога у Виктории по поводу того, как звучала Юлия. Так что, если Юлия не хочет с нами общаться, то мы хотим, чтобы она нам это сказала сама. В многих ситуациях, когда наши сограждане решают уехать в другую страну или попадают в беду, а мы хотим им предоставить консульскую помощь, а они от нее отказываются, мы в этом убеждаемся в рамках личного свидания. Пусть это будет 10 секунд. Она скажет: спасибо вам большое, я не нуждаюсь в ваших услугах.
А насчет Сергея Скрипаля, вы сказали, вот он сам выбрал свой путь. Вы знаете, он был осужден, по-моему, отбывал срок где-то года 4, и как раз тогда состоялся обмен на то, что у нас принято называть группу Чапман, на нескольких, значит, людей, которые шпионили в пользу Соединенных Штатов, Великобритании. И этот обмен состоялся. Он был освобожден из заключения, он переехал на свою новую родину и жил, не тужил. Если бы кто-то хотел в Российской Федерации, как сейчас говорят, у вас у единственных был мотив, да полно. Если бы кто-то хотел от него избавиться, отомстить ему, то зачем его было отдавать в обмен на наших разведчиков? Знаете, сейчас мне особенно, у меня много друзей разведчиков, и я очень ценю наши отношения, очень ценю их специальность. И когда я сейчас слышу, что в том числе, к сожалению, некоторые наши политологи, назову их так, заявление о том, что святое дело перебежчика устранить, ликвидировать, это на самом деле оскорбительно для разведсообщества любой страны мира, потому что в любой разведке вам скажут, если человека поменяли, то его трогать нельзя. Все, вопрос закрыт. Он, ну, не знаю, рассчитался, не рассчитался. И это вот разведчики это очень хорошо знают. Слушай, я не в том смысле, да, что его надо устранять. Он сам выбрал свой путь, он выбрал своих партнеров. Нет, я вас понял. Он выбрал своих партнеров, тех, да. Я понял, я просто к слову вспомнил об этом еще обвинении. И он эти партнеры сейчас с ним делают, что хотят. Ну, вот это определенная, так сказать, вот, стезя. А Юля-то вообще здесь как бы... Это верно. Да, вот. Ну и выдыхаются ли здесь англичане? Здесь? Да, ну вот вы говорили, что эта история с Думой там, во многом выдыхается. Здесь а в деле вот в этом Скрипалей. случае, в этом случае. Ну, по крайней мере, если проанализировать то, что они отвечают на наши вопросы, сугубо конкретные, отметают все как выдумки, и вот как мантру твердят, что ни у кого нет сочетания опыта, вернее, возможности произвести такое вещество, ни у кого нет опыта применения такого вещества в противоправных целях, и у никого нет мотива. Вот что говорит Борис Джонсон. И это тоже, знаете, полное незнание предмета. Могли бы уже за месяц с лишним как-то попросить им представить справки профессиональные. Этот так называемый новичок, эта классификация придумана не нами. Назвали его так на Западе. Да, у нас были разработки. И один из разработчиков, этот Мирзаянов, он эмигрировал, уехал в Соединенные Штаты, где опубликовал эту формулу. Это вещество было запатентовано, оно стояло на вооружении или в пользовании находилось различных институтов биологических и химических армий Соединенных Штатов. И оно производится элементарно. Ведь лаборатория вот в этом городе Шпиц, как нам удалось выяснить, вот было сейчас заседание исполнительного совета, и мы задали вопрос о том, как лаборатория убедилась-то, что это именно то вещество, о котором идет речь. Значит, у нее был прототип, или, как они называют, маркер. Сказали нет, ей дали формулу, и эта лаборатория в течение там нескольких дней, или там, может быть, часов, просто это вещество синтезировало. То есть сделать его не составляет никакого труда при наличии формулы, которая была опубликована в конце прошлого века. Так что и здесь совершенно непонятно, почему уважаемым членам британского кабинета, включая премьер-министра, никто не может эту информацию предоставить. Ну, если эту тему как бы закрыть, спасибо за нее. Вот, есть еще одна тема в мировой повестке, которая широко обсуждается. Предстоящий саммит двух Корей, и президент Трамп говорит, что вот в ближайшие недели увидится с Ким Чен Ыном.
места убираются, и Россия даже вроде как предлагает это сделать в России. Нет, Нет? я не слышал об этом. Не Это, было может быть, такого? кто-то фантазирует и делает предположения. Готовы ли мы предложить? Упоминались некоторые европейские страны, упоминалась Монголия, упоминалась значит, деревушка на границе демилитаризованной зоны. Мы готовы предложить нашу? Нет, я не думаю, что нам стоит активничать в этом вопросе, проявлять какую-то инициативу. Это саммит, которого все, наверное, ждут, потому что это шаг от перспективы военного кризиса, военного решения этой проблемы, проблемы Корейского полуострова. И мы очень надеемся, что он даст старт процессу деэскалации напряженности. По сути дела, когда Россия и Китай чуть меньше года назад, в июле прошлого года, выдвинули идею дорожной карты, там как раз и шла речь о том, чтобы сначала остановиться и начать диалог между двумя Кореями и между Северной Кореей и Соединенными Штатами. И создать какую-то рамку, которая позволит обсуждать взаимные претензии и взаимные озабоченности. Мы все хотим денуклеаризации Корейского полуострова, но ее можно по-разному осуществить. То, что мы сейчас читаем об идущих внутри американской администрации разговорах, как бы показывает, что там много желающих сделать это быстро. Я не думаю, что быстро получится, учитывая, во-первых, то, что произошло или происходит вокруг иранской ядерной программы, когда договоренность сейчас подвергается огромному знаку вопроса. И вот в мае в очередной раз президент США должен сертифицировать, что приостановка санкций будет продолжена. А если нет, тогда это будет означать выход из той договоренности. Поэтому, наверное, в Пхеньяне смотрят на эту картину и прикидывают, примеряют ее на себя. Так что, если нет, надо обязательно добиваться денуклеаризации, но надо быть реалистами, это будет процесс очень непростых переговоров, потому что в обмен, особенно с учетом иранского опыта, конечно, Северная Корея захочет непробиваемых гарантий безопасности. В каком виде, сейчас сказать невозможно. Но и это было бы, безусловно, прекрасным решением, но, повторю, начать бы диалог и завязать бы этот диалог на встрече двух лидеров. Потом предстоит очень непростая работа, частью которой обязательно должна быть дискуссия более широкого плана о мире и о механизмах мира и безопасности в Северо-Восточной Азии. Это уже с участием и России, и Китая, и Японии, конечно же, как, собственно, договаривались в свое время участники шестисторонних переговоров. Но мы приветствуем и предстоящий межкорейский саммит, он будет уже в апреле, и предстоящий в мае-июне, как сказал президент Трамп, американо-северокорейский саммит. Вы говорите о диалоге. Не чувствуете ли вы себя старомодным в складывающихся реалиях? Трамп говорит, ведь Трамп идет на эту встречу не для диалога, а он идет туда с ультиматумом. Он уже сказал, что если дело не пойдет, я встану из-за стола и вообще покину это дело. Да? Какой диалог? А вы, так сказать, романтически мыслите категориями диалога. Я понимаю, что это благородно, но насколько это близко к реальности? Он-то с ультиматумом. Мы не можем желать провала этой встречи. Конечно. И я думаю, что, знаете, когда перед началом серьезного разговора, как на ринг выходят боксеры, перед этим они взвешиваются и петушатся друг перед другом, а потом начинают уже бой, а после боя обнимают друг друга, поздравляют друг друга. Я не хочу прямую аналогию проводить, но поднять ставки перед началом серьезного разговора — это ведь не новость в мировой дипломатии. Посмотрим. Спасибо большое, Сергей Ильич. Спасибо вам.